передать вам аромат. Пошел. Называется она. Это вырежем. Как она называется? Сейчас я посмотрю. Интересно, я ела когда-нибудь быка? Ой, чуть без макушки не осталось. Тут хлеб, здесь хлеб, мне всегда нужен хлеб. Человек из Татарстана приехал. Сванети отличается от других регионов Грузии. Концерт окончен. Температура в Батуми растет стремительно вверх. Это значит, пришло время ехать из заполняющегося туристами города в горы. Мы едем в Сванетию, исторический регион, расположенный на северо-западе Грузии. Alsnapoti chamokonda alviskis chamonatali adeknapotomi ambe sakwali shemonatali tananani ninao tananani ninao tananani ninao tananani ninao. Дорога из Батуми заняла у нас около 6 часов. И она была не только живописной, но и экстремальной из-за коров, которые никак не хотят соблюдать правила дорожного движения. А мы приехали в этнографический музей Сванети. Стеклянная дамочка вот так выходит, даже вот их называют, то есть в глубокой древности, изготавливая разные предметы, даже для детей игрушки делали из стекла. Так как после схода селевых потоков, оказывается, остается кварцевое такое стекло. Петри по сей день так и называются металлические деньги, вообще по-славски. А вот лари, название лари, от вот тех мест в Ненском ущелье, где вот лара по-славски это полянка. А там череда вот этих полянок, где были обнаружены урны вот таких стадеров разных вот монет, и поэтому вот эти места называются лари-лари, то есть поляночки. И отсюда пошло название денег – лари. Сванская иконопись имеет свои специфические такие характерные особенности. Вот, например, они писались прямо на доске по дереву. Без холста, без грунта, без копейки. Самая древняя вот эта датированная книга 897 годом, когда завершилось. Это все на пергаменте, на прекрасно обработанной телячьей коже, мессийский четвероглав, лапскатский, название их, название тех все. Ну а закончив с музеем и попрощавшись с гидом, мы отправились в горы, в селение Ужгули, башни которого охраняются ЮНЕСКО. Ой, чуть без макушки не осталось. Пошел. Сегодня мы приехали в село Ужгули. Кстати, некоторые из домов, некоторые из башен поселения Ужгули охраняются ЮНЕСКО. Сейчас мы находимся, вернее, сзади меня находится 3-я по высоте гора Европы.
Называется она... Это вырежем. Как она называется? Сегодня мы приехали в поселение Ушгули. Это высокогорное поселение на высоте примерно 2200. Здесь некоторые из башен охраняются ЮНЕСКО. И вообще это здорово, и хотелось бы, чтобы все славянские башни были под охраной, и их восстанавливали, реставрировали, потому что это действительно уникальная история. А сейчас сзади меня находится третья по высоте вершина в Европе. Это гора Шхара, ее высота 5193 метра. Первая это, конечно же, Эльбрус, 5642, высота одной из ее вершин. И вторая гора Дыхтау, 5200 метров, но здесь мы, к сожалению, не можем ее увидеть, но зато мы отчетливо видим высоту Шхары. И виды, конечно, завораживающие. Вы можете подумать, что это все фотобой, это все фотошоп, и вообще это все зеленка. Но нет, товарищи. Это настоящая природа Грузии. И дышится здесь хорошо. Впрочем, не всем, но в целом высота здесь, она располагает к тому, чтобы подниматься наверх. Мы, как всегда, находим себе приключения, лезем туда, куда не лезут, и, в общем, решили добраться на одну из гор. Вот оттуда мы пришли, вот те селения, там, где-то там. Вот сейчас добрались и дойдем до вершины, вот этой хотя бы. Спустимся вниз. Ой, ты откуда? Ты откуда такой классный? Ты прям держи сверху, держи. Где хозяева? Еще раз доказывает, что, не знаю, как с детьми, но с собаками точно можно путешествовать. Все. Это мы оттуда, вот оттуда забрались вот сюда. Передать бы вам аромат, это не получится. В общем, мы, как всегда, автобус у нас уезжает в 3 часа. Через 15 минут он ждет нас на станции, а мы в горах. Мы только спустились с гор и, примерно прикидываем, куда нам надо идти. Короче, я надеюсь, мы успеем, и без нас не уедут. Мы не останемся здесь, хотя я не против. Прекрасные виды. Как вы уже поняли, животных в Грузии очень много. И собак можно встретить даже в горах. Ну, а этого веселого красавца зовут Сани. Это пес владельцев гостевого дома, где мы остановились. И он не только резвился с нами во дворе, но также и провожал нас в магазин, либо наше следующее место назначения. И по пути нам встречались другие животные. Например, свиней я вообще не видела вживую вот так вот близко. Ну, а Саня за это получал вкусняшки. Проводив нас, Саня быстро переключался на свои дела. Ну, а мы отправились на канатную дорогу Хацвали-Зорульде. А мы идем на вторую канатную дорогу. На первой открытой мы уже поднялись. Это популярный горнолыжный курорт Сванетия, но работает он также и летом. Здесь 2 уровня подъема. Первый – это открытые кабины, и вторые – вот такие современные закрытые кабины. Поднимает максимально на высоту 2348 метров, где красиво не только зимой, но и летом. Открывается потрясающий вид на гору Тетнульт. Можно отдохнуть, посидеть, запустить дрон и посмотреть с высоты птичьего полета. Ну а мы насладились тишиной, красотой гор и отправились дальше.
пожалуйста. В месте протекает несколько горных рек, и одна из них – Месть-Ачала. Бушующая, громкая и полноводная река. Ее также очень хорошо видно с места, где мы проживаем – Ланч-Валли Гестхаус. В Сванете история везде. Дом, в котором мы живем, вернее, некоторые стены в этом доме, датируются уже 12 веком. Это дом семьи Маргиани. То есть сохранилось несколько стен, и дом был отреставрирован. Они за ним, конечно же, следят, и до наших дней смогли сохранить, сберечь вот такое вот достояние Сванети. В Сванете есть не только один из лучших в мире историко-этнографических музеев, но также просто уникальный музей, дом-музей семьи Маргиани. Темно и сыро. Это дом Сванов XII века. Некоторые детали датируются XIII и XV веком. В этой большой комнате могли находиться все члены семьи, которых могло быть до 25 человек. В загонах вдоль стен держали домашний скот, лошадей и коров. Так как зимы в Сванете суровые, то домашний скот на ночь также загоняли домой. Здесь мы можем увидеть знаменитую сванскую резьбу и, конечно же, посередине дома очаг. Если вы думаете, что эти предметы быта остались в прошлом XII-XV веке, вы глубоко ошибаетесь. Даже сейчас в доме у Сванов мы можем встретить резные стулья, скамьи, которые выполняют сванские мастера в своей определенной технике и передают эти знания уже новому поколению. Башни – это достояние Сванети, сванские башни. Использовались они для обороны, для того, чтобы защитить себя и свою семью от непогоды, да, потому что это горная местность, и могло случиться всякое. И просто чудо видеть здесь эти башни в таком отличном состоянии. Конечно, ее нельзя реставрировать по своему желанию в любое время. Все это происходит с согласованием с местными властями. В нее можно пойти, то есть мы можем подняться и зайти в саму башню. И это классно, потому что мы видели очень много башен, мы видели их не только в Грузии, но и в Осетии. И ни в одну из башен мы, конечно же, не могли попасть. А здесь мы с вами сейчас можем зайти внутрь и посмотреть, как там все устроено. Что это? Мы по этим лестницам мы можем попасть наверх. Какая там высота? Фотографируй, да? Высота, сейчас я посмотрю. А мы забрались в фамильную башню. Вершина фамильной башни. Это просто уникальная вообще возможность побывать здесь. Поэтому нам очень повезло, что в Сванете они есть. Невероятно. Ну а кто может рассказать о Сванете лучше, чем ее местные жители? О башнях, истории края и перспективах развития мы поговорили с Мурманом. Сван, потомок рода Маргиани, архитектор. Мурман, как бы мы могли с вами рассказать о Сванете людям, которые никогда ранее о ней не слышали? Ну, в первую очередь я могу сказать, что Сванети отличается от других регионов Грузии своей архитектурой, своим бытом. Также у сванов есть свой язык, своя кулинария, свои традиции. И на Грузию всегда были нашествия, и здесь очень хорошо сохранилась архитектура, этот быт, потому что Сванети была закрыта всегда исторически своими горами, и сюда никто не мог добраться. Также, помимо этого, здесь
в первую очередь от других горных регионов. Здесь есть 2 курорта, которые работают зимой. Также здесь есть экстремальные, так сказать, походы в горы, да, зимой могут любители лыж пойти на ски-тур, кататься на лыжах, потому что качество снега очень высокое. Также летом есть горный альпинизм, хайкинг, можно заняться пешими, так сказать, прогулками. Помимо этого увидеть архитектуру и у каждого места здесь в Сванете, в каждом, так сказать, в селе есть своя эстетика, своя история, и это все воссоединяет Сванетию как одним из уникальных регионов Грузии. Первое, что видят люди, когда въезжают в Сванетию, это башни. Конечно же, знаменитые сванские башни, но не все о них знают. И когда ты их видишь впервые, конечно же, задаешься вопросом, что это за сооружения и для чего они строились, то есть какую функцию они несли. Понятно, что это многовековое, да, строение. Вот какую функцию несли вот эти сванские знаменитые башни? Да, в первую очередь, как я сказал, враг сюда не доходил, и были уже внутренние войны между фамилиями. И эти башни в первую очередь использовались для самообороны. Также эти башни использовались также, большинство башен построены в горах. Их использовали также от защиты от климатических каких-то там, от лавины, также для коммуникации, да, потому что здесь очень много башен. И около башни всегда стоял дом, в котором в основную часть жила вся семья. Семья была там большая, да, 3 поколения. Примерно 15-20 человек жили в этом доме. И в случае опасности они поднимались на башню и уже оборонялись оттуда. В первую очередь была оборонительная функция башен, а во вторую очередь их использовали для коммуникации. Также исторически не очень все, так сказать, явно, но также стратегическая другая функция тоже была в башне. Да. Также защиты от лавин, от земли, оползни. В 20 веке разрушились многие башни. Конечно, много башни тоже восстановили, сделали реставрацию, но осталось не очень много, да, примерно 130, 140, больше, чем 100 башен здесь, в Сванете, во всем регионе. В каждой фамилии есть своя башня. Конечно, то есть эти башни принадлежат людям, да, которые там живут, да, в их владении, но они не могут уже переделать эту башню, там, разрушить или реставрировать, уже то есть сохраняет Министерство культуры Грузии. А так, то есть у каждой фамилии своя башня, да, и в частности в Грузии, если здание, то есть больше чем 100 лет, да, кто живет, то есть владелец не может уже изменить или разрушить это здание. То есть это Так, да, согласовывается, да. Ну, это правильно, конечно, с одной стороны, да, чтобы не было самоуправства и не делали из башен какое-то современное архитектурное строение. Да, конечно, да. Это правильно. А как вы считаете, вот, перспективы развития Сванетии? Какие? Вот сохранение ценностей, культуры сванов? Вот что ждет Сванетию в ближайшем будущем, либо что хотелось бы, чтобы было? То есть какие перспективы развития? В Сванете последние лет стал известен своим, то есть туризм, да, основной источник дохода для сванов — это туризм. Молодежи, да, которые здесь учатся до 12 классов, они уходят уже учиться или за границу, или
в Тбилиси, да, чтобы проучиться, и некоторые возвращаются, некоторые едут за границей. Но в последнее время Сванети стало очень популярно для всего мира, и местные, да, что самое главное, молодежи, возвращаются и пытаются сделать, да, большинство пытается заняться предпринимательством. Также я думаю, что туризм очень, ну, как вы знаете, Сванети вместе стало одним из лучших туристическим местом во всем мире, но непосредственно того, что в Сванети очень много людей приезжают, здесь много туристов, требуется также, ну, есть минусы, которые нужно исправлять, да. То есть очень трудно добраться, в первую очередь, сюда, в Сванети, из-за долгой дороги. Ну, конечно, летает самолет, но очень трудно достать билеты. Также здесь зимой очень, ну, некомфортно, да, все равно, если у тебя там есть бизнес или гостиница, или, да, там чем-то занимаешься, то иногда бывает проблема с электричеством. Это тоже очень большая проблема. Я думаю, что в будущем Сванети будет еще лучше, но если люди и государство правильно проконтролируют поток туристов, поток строительства, да, зданий здесь, потому что очень много зданий, много очень, так сказать, чего построилось. И проблема в том, что если очень много туристов сюда придет, потеряют ли местные свою, так сказать, традиции, да, свой быт и архитектуру, да. Вот. Ну, это правильно нужно, то есть стратегия нужно расписать на много лет и правильно развить этот регион. Будем надеяться, да, Да. что будет такой прогресс развития, и, конечно, будем надеяться, что башни Сванети будут под охраной ЮНЕСКО. Да, потому конечно. что это то достояние, которое, конечно, надо сохранять. Да, Спасибо вам большое, Нура. да, Спасибо. всегда пожалуйста. Кажется, что еще так много можно рассказать и показать про Сванетию. Но я хочу добавить только одно. Если вдруг вы будете в Грузии, я вам очень рекомендую посетить это удивительное место. И вы поймете, что горы ближе, они куда выше. Ну и лучше гор могут быть только горы, на которых вы еще не бывали. А мы уезжаем. Закончилось наше путешествие и отдых в Ланчвале Гестхаус. Едем домой, в Батуми. Коровы где-то там. Те самые, которые мычали по утрам. Вот, грузим вещи в машину и вперед. Все. С удовольствием. Ну что, едем в Батуми. Ну что, мы приехали в Батуми. Здесь идет дождь. Тепло, конечно, но дождь. После 5 дней в солнечных горах. Ладно, дом, милый дом. Соскучилась я по городской суете, оказывается. Но по дождю совсем не.
хочется, чтобы он скорее закончился. Ну, вселяется.